Привет! Что вам по судьбе? Какие перемены у вас на пороге? Касательно всех сфер жизни, я для вас разложу карты Under the Roses. Это очень красивая колода и очень говорящая. На ней мы будем делать расклад, который называется «Дома» или «12 домов гороскопа». И мы посмотрим вашу судьбу. Я просто расскажу схему расклада, а потом буду вам показывать, как я расклад делаю и протрактую. Оставайтесь, это для вас. Именно в тот момент, когда вы нажали «Просмотреть», вы узнаете, какие счастливые перемены у вас по судьбе, что будет в партнерстве, в деньгах, в финансах, самочувствие, здоровье, работа, все сферы, так как положено по астрологии. В верхнем ряду будет 6 карт. Мы начнем с верхнего ряда, первый дом, второй и так далее до 6-го, а потом мы перейдем на второй дом и начнем с того же самого конца. Будет 7-й дом и до конца до 12-го. 12-й дом показывает карму, если какая-то есть родовая травма, да, а 7-й дом партнерство, 4-й и 10-й дома покажут, это такая ось, да, свой дом и казенный дом. Все просмотрим, и вы сделаете выводы относительно того, что касается вас. Когда вы смотрите мои общие прогнозы, вы все равно можете усвоить только то, что вас касается. Просто смотрите, кайфуйте от красивых карт, и мне с вами очень приятно беседовать, встречаться. Давайте будем начинать расклад. Устройтесь, пожалуйста, так, чтобы вам ничего не мешало. Какое-то небольшое время. Чтобы вам было приятно смотреть на карты, я показываю вам их большим планом. Но это не только для этого. Не только для этого я показываю карты большим планом. Основная задача того, что вы видите карты, заключается в том, что карта, она проектирует вашу жизнь, да, она строит вашу жизнь. Это ваш космос, который сейчас перед вами раскрывается. И в этом космосе есть 36 таких основных вопросов, да, и ответов, вот 36 карт. А я буду брать только 12. И буду брать их спонтанно, интуитивно для вас. Я чувствую вас, вы сейчас смотрите, и не волнуйтесь, что этот расклад общий. Он обязательно покажет вам ваше будущее, потому что каждая карта со всеми резонирует по-разному. То же самое сделал бы и предсказатель, если бы вы заказали за большие или маленькие деньги. У меня все в общем доступе, потому что я знаю, что это то же самое. Эти 12 карт покажут все сферы вашей жизни, и это будет натальная карта, то есть карта рождения. Когда вы родились в определенном месте Земли, звезды вас увидели, сделали фотографию вашего рождения, и это, как помните, «Спящая красавица», пришли волшебницы, да? Но с той только разницей, что злая волшебница здесь не приходит, только добрые. Приходят волшебницы и благословляют вас на 12 сфер жизни, чтобы быть счастливым. Ну вот я уже выбрала все 12 карт и заберу все оставшиеся. И все оставшиеся будут участвовать в других раскладах, когда я буду делать для вас на этих замечательных Under the Roses, под розами. А сейчас в каждый дом мы будем выкладывать по одной карте. Вы будете видеть все, потому что, опять же, я говорю, это проекция. И эта проекция, она отражается потом на вашей судьбе. Поэтому важно видеть. То, что нам нравится, берите себе, а то, что не нравится, можно себе и не брать. Но я знаю, что все карты Ленормана не помогут. Даже если карта, например, не очень хорошая, в ней есть толк, в ней есть медицина. Знаете, как доктор Айболит давал нам горькую пилюлю? Эта горькая пилюля, она спасала от каких-то детских заболеваний. Помните, коклюш или еще там что-то? Ну вот. А сейчас начнем с вами трактовать. Ваша карта рождения, но на картах Ленорман. Здесь будет все видно. Первый дом самый главный. От него все начинается. Он закладывает фундамент вашей жизни. И там карта звезды. Как я уже вам сказала в начале, будет первая карта звезды. Заканчиваем мы первый ряд 6-м домом. И потом переходим на второй ряд. Именно в этом раскладе я так определила. А во второй ряд это змея будет 7-й дом, 8-й солнце, 9-й совы, 10-й клевер, 11-й письмо и 12-й дом крысы. А сейчас буду вам трактовать. Вы родились в очень счастливое время, звездное время, да, звездное. И когда вы родились, судьба ваша была предопределена, и она была счастливая. Потому что карта звезды – это счастливая судьба. Это все очень просто. Вы родились со счастливой судьбой. Следующая карта «Дом» показывает ваши деньги. И нужно знать, что раз там вышла карта «Дом», это стабильные финансы.
у вас всегда будут стабильные финансы. Нельзя вам бояться бедности, не нужно этого делать. Это может быть то, что у ваших предков были потери в жизни, потому что в 12-м доме, как вы видите, вышла карта The Mice, или же мыши, крысы, еще по-другому называется. И это значит, что ваши предки теряли деньги. Ну, например, во время революции отобрали у них что-то было, может и немного. Как знаете, у них было зерно отложено только для себя. Пришли вот советы и забрали последнее. И, может быть, даже люди погибли из-за этого. Поэтому уже у предков, всех предков, кто выжил, у них осталась очень сильная травма. Да, это называется родовая травма, или же называется эндогенная, если вы врач. Я не врач, я просто вам рассказываю это, да, как гомеопат, алхимик и таролог. И поэтому важно, чтобы вы поняли, что здесь идет страх бедности, и он индуцирован, то есть навязан обстоятельствами того места, где вы родились. Например, во время голода картошки в Ирландии, помните, да, там тоже люди умирали точно так, как и в наших местах. И тогда некоторые из них, кто выжил, они решили уехать, например, в Австралию, уехали они в Канаду, в Новую Зеландию, и там начинали жить с нуля. Они жили в каких-то страшных избушках, многие умерли от холода, от голода. То есть страшная судьба у многих людей на земле, из поколений передается. Поэтому этот расклад, он именно лечебный, потому что он показывает очень четко и ясно, что это все, что вы имеете сейчас в своей жизни, страх бедности, это индуцировано, навязано вам родовой памятью. Поэтому расклады целебные, мои расклады лечебные. Эти крысы, они лечат психику, подсознание и говорят, что смотри, ну ладно, у тебя такая тяжелая история родовая, это понятно по карте крысы. Но посмотри, карта звезды в первом доме, а значит, ты будешь очень счастливый человек, у которого все будет получаться, и судьба будет складываться очень удачно. А потом карта дом, в доме финансы, стабильность в финансах. Так что вот именно, когда я сравниваю карты, они начинают быть лечебными и лечат страх бедности. Сердце вышло в доме общения с близкими людьми, оно начиналось с детства, братья и сестры, но вообще потом вы формировались как человеки, научились общаться и по бизнесу, в детстве все закладывается, да, это дом детства как бы, да, закладывается в детстве это все, и сердце говорит о том, что вы научились быть человеком, как сказать по-русски, compassionate, сострадание у вас есть, милость, милосердие, сострадание. Вы умеете войти в положение людей, вы умеете их выслушать, вы умеете их пожалеть, и даже иногда вы слишком это делаете, потому что сердце это, вам другие люди могут разбить сердце. Знаете, есть люди, которые слишком вычурно рассказывают о своих бедах. Ну, вампиры это делают. Если человек слишком вычурно рассказывает о своих бедах, знаете, это может быть энергетический вампир. Особенно незнакомому человеку, случайному. Поэтому вам здесь нужно знать, что карта сердца, она лечит вас. Она говорит, не нужно разбивать сердце. Другие люди – это другие люди. Конечно, их нужно пожалеть. Это вас характеризует как психически очень здорового человека. Потому что психическое здоровье – это когда человек имеет вот этот ген сострадания, compassion, или же empathy. Эмпатический такой, да, ум, сердце эмпатическое – это характеристика психического здоровья. И вы такой эмпат, вы молодец, но если слишком это делать, можно, конечно, сердце разбить. Вам предупреждение здесь дается, это натальная ваша карта. Потом следующий дом – это ваша недвижимость и родительский дом, там развилка, но это понятно. Я уже говорила о 12 доме, о родовой памяти, и ваши родители очень пострадали, потому что они были носители этой родовой памяти, и память не радужная. Они несли в себе вот этот груз, да, груз, может быть, вины или страха, трагедии какой-то. Родители могли иметь такое паническое отношение к жизни, взрывоопасный характер, например, могут сказать, а потом подумать, может, мама у вас такая или отец. Отец мог выпивать, там карта развилка. Она говорит, что в основном у всех слушателей нерадужная
состояние. То есть родители, они имели свои очень глубокие травмы. И вам, может быть, или вы уже уехали из дома родителей, или лучше уехать, потому что развилка говорит, что нужно подальше жить от родителей и устраивать свою личную жизнь. Если вы еще не устроили ее, эта карта говорит: смело вылетайте из гнезда, потому что вы будете счастливы, вам понравится быть самостоятельным человеком. Потом идет любовный дом, там вот будет ли у вас любовь, мужчина, будет ли у вас хобби, которое будет вам, ну вот, в кайф, ну, будете обожать это делать. И карта медведь говорит: да, медведь там словил рыбку. То есть это такой счастливый медведь, он доволен тем, что у него в жизни есть, у него все есть. У него есть еда, он сильный, и он гроза всем другим животным. То есть защита от негатива у вас очень сильная. Тотемное животное медведь – это ваше тотемное животное. Прекрасно, да, в этом плане. Эта карта тоже показывает, кто у вас тотемная энергия Земли. Можно себе представить медведя, и он даст вам силу, он даст вам энергию свою. Вы тогда добьетесь прекрасной карьеры, будете выстраивать отношения на производстве правильные с людьми. Вы будете сильны, вы можете стать начальником, можете стать руководителем, владельцем своей компании. Это все может быть с вами, если еще этого нет с вами. Потому что медведь говорит о силе. А также вам такой вот с такими характеристиками встретится мужчина. Сильный, надежный, мощный мужчина, который может вас защитить, может принести добычу в дом, то есть принести в дом деньги. А потом карта, книга, она выходит в 6-м доме. 6-й дом – дом здоровья и работы. Всегда здоровье и работа – это один дом, потому что от того, как мы работаем, зависит наше здоровье. Например, если у людей мало работы, здоровье может страдать, потому что как бы нет желания жить дальше, да, не везет в работе. Или, например, сильно много работы, тоже будет здоровье страдать. Тогда человек посвящает себя работе, и жизнь проходит мимо него. Поэтому 6-й дом – это работа и здоровье вместе. Но очень хорошая карта. Это книга, это хроники Акаши, запись вашей жизни. Это стабильная карта, это карта ума, да, образования. Вам по судьбе быть человеком образованным, иметь работу, где нужны образованные люди, профессионалы, а также вам по судьбе регулярный стиль жизни, где вы все рассчитываете, сколько времени вы отдыхаете, сколько работаете, что вы едите, записываете себе в журнал даже диету, чтобы не съесть лишнего, где у вас упорядоченный образ жизни. Вам по судьбе иметь упорядоченный образ жизни. Это очень важно знать, потому что люди, которые ведут упорядоченный образ жизни, они живут долго и счастливо. И именно расклад для вас, поэтому переваривайте свою карту по-своему, каждую, да. Из этих карт. Следующая карта – это 7-й дом, там змея, это хорошая карта в этом смысле, потому что она окружается хорошими картами. Карты Ленормана не работают вместе. Если окружается хорошими картами, змея хорошая карта. И у вас там солнце следующее. Поэтому ваш партнер, змея, это мужчина. Мужчина очень такой, с потенцией мужской высокой. Змея – это мужская потенция. Он буквально вас заколдовал, он влюбил в себя. И он вас очень любит, потому что он смотрит на звезды. А это значит, что вы его мечта. Мечта, которая сбылась у него. Потому что он вас нашел. Если пока такого мужчины нет, обязательно такой мужчина вам встретится. И вы будете с ним очень-очень счастливы. Дальше, что я здесь вижу, что этот мужчина, он будет слушать вас, не обязательно подкаблучник, прислушиваться будет, потому что звезды – это высокая карта, вы как бы выше его. Может, у вас будет немножко высшее образование его, может, вы немножко старше, или он немножко старше, где-то так, да. Тоже змея выражает его острый ум. Это умный человек, который умеет зарабатывать, поскольку Солнце – это его деньги, дом его денег. 8-й дом у вас в гороскопе – дом его денег. Он будет очень хорошо зарабатывать, вы будете жить счастливо и в богатом окружении, то есть в достатке. Вы будете жить обязательно в достатке. Также я бы хочу сказать по змее, что этот человек имеет острый ум, с ним интересно. Он может быть харизматичный, интересный человек.
А дальше, карта Солнца не только выражает его финансы, но тоже то, что у вас как в паре отложено на большие покупки, вот вы не будете нуждаться. Поэтому карта крысы, она лечебная здесь. Показывает Солнце и крысы, что страха бедности не должно быть, вы не будете бедные. У вас всегда будут деньги. 9-й дом – это расширение себя, высшее образование, это может поездки или за границей, и у вас здесь совы. Это очень хорошая карта. Она говорит о том, что вы можете общаться с людьми иностранными, из других стран, из других континентов, из других городов. Вы любите все новое, вы любите интересные культуры, вы даже изучаете другие культуры, другие религии, вам интересны люди. Это тоже признак умного человека, которому интересны другие люди, не только он сам себе интересен. Поэтому вы человек очень образованный, обязательно уже есть или будете, умный, любящий путешествовать. И вам вообще хорошо путешествовать по жизни, потому что совы – это мудрость, да? И вот змея – мудрость, совы – мудрость. Вы мудрый человек, вы притягиваете к себе интересных людей, каких-то профессионалов, которые разбираются в какой-то области, и вам интересно с ними общаться. А также эта карта говорит, что даже ваш мужчина может быть из других стран. Следующая карта – это 10-й дом, и здесь клевер. А 10-й дом – это казенный дом, там, где вы работаете. Это ваше продвижение по службе, это ваша реализация своих талантов. И ваш заработок, конечно, тоже касается этого, потому что это дом реализации себя. И здесь клевер, вам повезет, если еще не повезло, потому что вы найдете себя. Не всем людям в этой жизни так повезет, чтобы найти себя, чтобы найти свое предназначение, а вот вам повезет. И этот расклад вам поможет это увидеть, а значит, он поможет вам в том, чтобы вам повезло. Поэтому я говорю, что расклады мои, они очень даже полезные. Вот, так что очень хорошо в доме работы. И еще один дом, это 11-й дом, там карта письмо, и это ваши социальные связи, ваши друзья, о чем вы мечтаете. Девочки, хорошо записать, о чем вы мечтаете, себе в журнал. Это такое письмо себе напишите. Я мечтаю об этом и об этом. И вообще лучше вам вести, конечно, дневник. Делать себе закладки на каждый день. Что делать каждый день. Потом на недельку. И тоже мечта на будущее. Мечта на будущее, ее стоит пересматривать каждые 2-3 месяца. И смотреть, окей, в правильном направлении я движусь или нет. Потому что очень хорошая карта письма говорит, что ваши мечты вообще будут сбываться. Ну, я все сравниваю с картой звезды, девочки. Так меня научил Джон, он настоящий астролог. Не то, что вы видите на YouTube, очень много популярной астрологии. Это тоже интересно, это развлекательно, но это не настоящая астрология. Профессиональная астрология, она другая. Там не аспекты главное, а что в каком доме, какие планеты у вас, да, какие планеты в каких знаках. И даже если вы не знаете свой асцендент, это не важно. Космограмма – это вот, если вы вобьете свои данные, в бесплатную программу можно на Яндексе найти. И вы узнаете, в каком знаке какие планеты. И вы уже очень много о себе будете знать, очень много. Вот, поэтому здесь я вам сразу скажу, что на картах это очень интересно посмотреть, поскольку я раскладываю расклад именно как меня Джон научил на картах, да, как я делаю вам вашу натальную карту рождения. Поэтому все мы сравниваем с первым домом. Первый дом самый-самый главный, и у вас там очень хорошая карта звезды. Так что вы будете счастливы. И не просто счастливы, вы будете богаты, мечты будут исполняться. Потому что, как я узнала, почему будут исполняться ваши мечты в первом доме звезды, а в 11 доме, где исполняется мечта, карта письмо. Так что все, что вами загадано, задумано, все, о чем вы мечтаете, обязательно исполнится. Но о карте крысы я уже подробно объясняла. А сейчас я буду, девочки, карты собирать и побеседую с вами еще вот с глазу на глаз, чтобы вы видели, кто для вас сделал расклад. Это тоже важно увидеть. Ну вот, я расклад уже собрала. Теперь я карты определяю назад в их домик эзотерический до следующего раза, когда буду вам раскладывать. И мы видим, что у вас есть огромные возможности. Просто вам еще раз этот расклад просуммирую. Если звезды в первом доме, вы можете быть колоссально популярны. Вы можете достичь большого богатства. Вы будете
счастливый человек, вы рождены счастливым, потому что это, в принципе, я сделала натальную карту для вас, да, только на картах. Натальная карта – это карта рождения. Вы знаете, что натальная карта включает в себя, в каких домах были какие знаки при вашем прекрасном рождении, и это говорит о вашей судьбе. Поэтому здесь очевидно, что вы будете очень счастливы. Первый дом самый главный, самый-самый, и там у вас карта звезды. Конечно, кармические, родовое – это крысы, и здесь пугаться не стоит, как я уже рассказывала вам, потому что посмотрите, какая история Земли, сколько поколений люди страдали из-за того, что у нас было такое время, когда вообще человеческая раса, она, ну, раса как люди, как списис, да, мы учились жить на этой земле, учились ею пользоваться рационально. Поэтому если у вас крысы в 12 доме, это говорит, что у ваших родственников, ушедших, у них были потери. Но у вас потерь не будет, потому что вы теперь звезда. Вот ваше воплощение, оно самое счастливое из всех, из всей родовой памяти, которая была у вас. И вам главные характеристики передались, а это умение общаться сердечно. Вы очень сердечный, добрый человек, потому что в 3 доме у вас сердце, да. И я хочу сказать, что потому что в 3 доме сердце, у вас все будет получаться, всегда-всегда. Да, действительно, родительский дом показывает развилку, и когда мы сравниваем развилку с крысами, мы понимаем, что, к сожалению, так. Может быть, ваши родные, ваши родственники, они обижали вас или же делали что-то такое, что как бы оставила отпечаток, боль из детства. Эта боль из детства, она есть. И не стоит о ней переживать, потому что это было давно, и вы теперь взрослый человек, вы можете теперь жить своей жизнью и идти своим путем, потому что звезды в 1 доме, вы будете идти своим путем. Особенно важно знать то, что у вас медведь вышел в 5 доме, это значит, вы всегда будете счастливы с мужчиной, у вас всегда будет хобби, которое будет приносить вам хорошие деньги. То есть медведь говорит о том, что вы знаете свой жизненный путь, особенно медведь звездами, и будете обязательно счастливы, будете достигать своего жизненного пути и будете становиться все сильнее, все мощнее вообще всегда в своей жизни. Так что, если так просуммировать, еще очень важно, что в вашем 8 доме, в доме больших денег, вышло Солнце. А также 8 дом это дом финансов вашего партнера. И я вижу, что вы будете замужем за роскошным, богатым банкиром каким-то, ну, состоятельным человеком. У него будут деньги, он умный, он ясный, он светлый, как солнце, и он способен вас сделать мужчиной. Ой, извините. Он способен вас сделать счастливой. И еще что карта змея вышла в 7, очень важно, что он вам нравится, вы любите его вот мужскую физику, его как человека очень любите. А также очень важно увидеть, что карта клевер вышла у вас в 10 доме, а это значит, что вам повезет в работе, вам повезет так, что вы даже будете удивлены, поскольку карта клевер – это удивление, приятное удивление, это удобное положение, это удача, которая к нам приходит. Здорово. Ну вот, в 2 словах я еще раз рассказала вам о картах. Сегодня вот такой формат для вас. Я надеюсь, что вам приятно было смотреть расклад, потому что карты очень красивые. А мне очень приятно с вами побеседовать. Очень приятно. Вы для меня моя семья, моя эзотерическая семья. Кто еще не подписан, девочки, подписывайтесь, потому что тогда вы не чужой, а родной на моем канале. То есть в моем доме вы родной человек. И я для вас очень стараюсь, работаю. Я увижусь с вами на моих предыдущих и на моих следующих видео. А также, кому нужны уроки, заказывайте, пожалуйста. Уроки мои прекрасные. Плюс еще ссылка идет вам после оплаты. И в ссылке очень много уроков. И я описываю все уроки на моем сайте. Переход на сайт есть под каждым видео. Но эта ссылка, она волшебная, она живая. То есть, если я выпускаю новые уроки, я вам по ссылке их просто добавляю, и это даром.
Вот так у меня хорошо учиться, если кому нужно учиться. А если нет, я буду видеть вас на следующих видео моих. Спасибо вам огромное за лайки и за донаты. Это поддерживает канал, и все средства идут на развитие моих каналов, моей работы для вас. Люблю вас всех, обнимаю, виртуальные обнимашки посылаю. И увидимся в следующий раз. Пока-пока, друзья.